В сети распространилось видео, как учительница отчитывает школьницу за то, что та пожаловалась на одноклассника неславянского происхождения, который оскорблял ее и угрожал. Вместо того, чтобы утихомирить взорвавшегося мальца, преподаватель встала на его сторону и советует девочке закрыть свой рот. Не утихает резонанс и в связи с другим видео, где несколько студентов Московского финансово-юридического университета, обернутых в азербайджанские флаги, идут по учебному заведению и выкрикивают экстремистские лозунги. Азербайджанцы попытались оправдаться и пригрозили исками за клевету блогерам и СМИ, которые отреагировали на произошедшее. Обо всем этом мы и расскажем в данном выпуске. Первое видео представляет собой запись переписки матери с дочерью. Девочка рассказывает родительнице, что находится в школе, и на нее кричит классная руководительница. По словам школьницы, она пожаловалась ей, что одноклассник кавказской или азиатской национальности называл ее шлюхой, а также угрожал избить. Источники, распространившие видео, это ряд телеграм-каналов, называют обидчика-мигрантом пострадавшая девочка кавказцем. Он меня называет шлюхой, оскорбляет меня, орет, что я виновата в том, что крашусь, внимание хочу, хотя я его игнорирую. А он оскорбляет меня, а если отвечу, то бьет по ногам, рассказала школьница. Затем следует запись разговора с классной руководительницей. На ней учительница советует девочке закрыть свой рот. Если ты язык не прикусишь, если рот не закроешь, он тебя будет и дальше обзывать. Если ты себя ведешь не очень подобающим образом, ты еще и не такие слова от них услышишь. У них такое воспитание, женщина должна молчать. Если она начинает рот свой открывать, ее называют шлюхой, сказала педагог. Заключила свою воспитательную беседу учительница тем, что школьница будет продолжать слышать оскорбления от мальчика, потому что у них такая культура. Из-за того, что он кавказец, она орет на меня, говорит, что я виновата, что он шлюхой меня называет. Добавила в переписке с матерью ученица. Опубликовавшая разговор с дочерью мать пожаловалась в сети, что нерусский одноклассник угрожает избить мою дочь. А классная руководительница оправдывает насилие. Мой ребенок живет в России, ходит в русскую школу. Кто у кого в гостях? На минуточку. Почему мы должны под такую культуру подстраиваться? И что это за культура такая, оскорблять девочек матом и бить ногами? Объясните мне, сетует мать девочки. В сети осудили такое поведение классной руководительницы и парня. При этом пользователи предположили, что речь идет о ребенке из семьи мигрантов. Какая непонятна культура? Бить девушек ногами, орать русофобские лозунги? Вот таких учителей не должно быть в наших школах. От них только вред. Они поощряют беспредел, оскорбления учащихся, драки. Поэтому мигранты и творят, что хотят. Вот бы подсветить школу и героя с родителями, можно вынести на общественные слушания вопрос о билете до Кабула. Прокомментировали ситуацию пользователи. Это, конечно, далеко не единичный случай. Вспомним хотя бы недавнюю историю, когда в городе Нижние Серги Свердловской области подросток-мигрант в школе с разбега налетел на девочку, чтобы снять видео для соцсетей. Поступок на этом видео стал поводом для всероссийского скандала. Региональное управление СК начало разбирательство по статье о хулиганстве. А после того, как в истории начали всплывать дополнительные некрасивые детали, в Следственном комитете сообщили, что возбуждено уже второе дело, теперь по статье о халатности. Тут ответственность грозит уже руководству школы. Тем временем не утихает скандал, связанный с азербайджанскими студентами Московского университета. На днях в сети распространилось и стало вирусным видео, где толпа студентов Московского финансово-юридического университета, обернутых в азербайджанские флаги, идут по учебному заведению и выкрикивают экстремистские лозунги, направленные против русских. Видео моментально всколыхнуло общественность. Сотни недовольных россиян начали высказывать свое возмущение студентами, приехавшими учиться за счет бюджета России. Очевидцы беспредела добавили, что это не первый случай абсолютно наглого поведения студентов. После этого сами азербайджанцы начали опровергать, что они выкрикивали русофобскую фразу, заявив, что на самом деле кричали «Яша сын Азербайджан», что в переводе означает «Слава Азербайджану». Руководство учебного заведения принесло публичные извинения в своем телеграм-канале и пока что больше никак не отреагировало. Но зато отреагировал Следственный комитет, который подтвердил подлинность видео, размещенного в интернете, а затем возбудил уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. К студентам уже приехали силовики с обыском и начали проводить допросы. Однако русская общественность все равно недовольна имеющимся положением дел. Россияне в ярости. Одним из первых на ситуацию отреагировал Юрий Подоляка.
Он добавил интересную деталь, полученную от одного из преподавателей университета, который заявил, что один из студентов прямо во время пары вслух сказал русофобскую фразу. По мнению Подоляки, такая ситуация возможна в Москве, но невозможна в столице Азербайджана, Баку. Поэтому необходимо наказать и тех, кто непосредственно выкрикивал лозунги, и администрацию университета. А затем проверить родителей студентов. Он предположил, что их родители могут быть госчиновниками, и в случае, если это правда, то наказать и родителей увольнением из властных структур. А если у родителей есть другой рычаг давления – бизнес, то полностью проверить его и лишить госконтрактов. Что касается студентов, то, по мнению блогера, их надо не только отчислить из университета, но и депортировать без права вернуться в Россию. А редакция телеграм-канала «Шепот фронта» считает, что акция, прошедшая в стенах московского вуза, это проявление настоящего нацизма. Одной из причин прошедшей манифестации они считают власть и влияние богатой азербайджанской диаспоры, которая обнаглела от собственной безнаказанности, представители которой чувствуют себя хозяевами. Авторы сравнили представителей диаспоры с мигрантами на уровне таджикских таксистов, а также добавил, что именно из Азербайджана в Россию приезжают самые обнаглевшие мигранты. И они также уверены, что в скором времени нарушителям будут даны реальные уголовные сроки. Общество «Царьград» также считает, что студенты, устроившие беспредел, националисты, которых необходимо депортировать. Представители «Царьграда» утверждают, что вне зависимости от цели манифестации, всех причастных к ней нужно депортировать, если они не имеют российского гражданства. А если имеют, проверить законность его приобретения. Царьград заявил, что уважающая себя страна не должна допускать на своей территории публичных демонстраций импортного национализма. А всех участников политических манифестаций под флагами других стран нужно отправлять в ту страну, за которую они публично выступают. Редакция телеканала выразила надежду на то, что все студенты, нарушившие порядок, будут наказаны. В итоге герои истории записали публичный ответ на видео. В нем они, во-первых, извинились перед руководством МФЮА и попросили его не делать поспешных выводов. Ранее вуз сообщил, что отчислят участников шествия. Они, мол, считали, что прославляют свой вуз, присовокупляя его флаг к азербайджанским. Кроме того, азербайджанцы пригрозили исками за клевету блогерам и СМИ, которые отреагировали на произошедшее. Известный московский пиар-менеджер Роман Антоновский, автор телеграм-канала «Сыны монархии», по этому поводу отметил, что бы там ни выкрикивали студенты из-под флагов Азербайджана и МФЮА, они вели себя неправильно и должны были просто извиниться, а не сыпать угрозами судебных разбирательств. Вы не на футбольном матче и не на поп-ММА, чтобы носиться с флагами и воплями, вы в университете. И вы не у себя дома, а в гостях. Хотите показывать азербайджанский патриотизм на каждом шагу? Прекрасно. А чего в Москву приперлись? У вас для демонстрации своей национальной идентичности по поводу и без есть целая отдельная страна. В России надо Россию славить, считает Антоновский. По его словам, в российских вузах уместен только один флаг, наш триколор, а руководству МФЮА стоит активнее разбираться с тем, как ведут себя приезжие студенты. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!